Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Мужчина из южной части Калифорнии обнаружил на шоссе 74 в обрыве Toyota Tacoma. Чтобы посмотреть автомобиль, мужчине пришлось спуститься по канату. Got the rope right here. Wow, this guy's Tacoma. Very rarely will you find a Toyota truck. К сожалению, пикап был разбитый в результате аварии. Crazy. Crazy. Axle coming out, so it's two-wheel drive. Heck yeah. Man, look at the impact on this. Нейтан Джеймс в штате Арканзас купил себе самолет. В это время в одном из ангаров он увидел заброшенный самолет. Как Нейтан узнал, последний раз самолет летал в 1992 году. Он был полностью пригоден для полетов до того, как его владелец, к сожалению, умер в том же году. С тех пор самолет стоял нетронутым. Грустно видеть, как такой красивый самолет гниет, сказал Нейтан. Look at this. Alright, it is unlocked. Look how beautiful that is. Look how beautiful this is. Wow. Мужчина обнаружил на Google картах глубоко в лесу заброшенный гусеничный кран. Он с другом отправился на это место исследовать этого металлического монстра. There's two engines in here. Wow. Человек из Техаса обнаружил выброшенную на берег самодельную кубинскую лодку. Узнал он об этом по мешкам, на которых было написано «Куба». Allenport, Cuba. Складывается такое мнение, что на лодке плыли какие-то эмигранты. Says okay on there. Look, say we're cooking. Wow. В лодке осталось много вещей и запасов воды. They still got some water in here. Oh. Мужчина обнаружил в лесу застрявший на дереве самолет. Wow, what the heck? По всей видимости, когда самолет упал, его оставили как достопримечательность.
Ярослав во время плавания на Сибобе возле острова Эльба, Италия, обнаружил затонувший корабль. Сибоб — это скоростной подводный скутер повышенной маневренности. Классная штука, компактная, закинул машину и поехал. Единственный минус — это цена 12,5 тысяч евро. Мужчины нашли в Великобритании кладбище заброшенных автомобилей. Они нашли это место в лесу по чистой случайности, когда исследовали другие заброшенные объекты. Машины заброшены явно очень давно. Некоторые авто были даже накрыты. Дайверы во время погружения обнаружили на дне мотоцикл. Охотник за сокровищами нашел в реке 18-каратное золотое кольцо и фотоаппарат Canon 6D. А также нашел золотые карманные часы. Парень отправился в трехдневную поездку в Юкон, Канада, чтобы исследовать обломки самолета Douglas C-47D. Он разбился 7 февраля 1950 года во время поиска военно-транспортного самолета USAF C-54, который исчез во время полета из Аляски в Монтану. На борту находилось 44 человека. Этот самолет так и не был найден, хотя люди продолжают поиски каждое лето и по сей день. Этот Douglas C-47, номер подразделения ВВС США 45-1037, базировался на авиабазе Элсон в Анкоридже. В отчете о крупной аварии ВВС США говорится, что авария произошла в 11:45 по местному времени. Самолет врезался в склон горы. Вот так бывает, пытались найти один самолет и сами попали в крушение. На борту самолета находилось 10 человек, и что примечательно, все выжили, а травмы были относительно незначительными. Пилотом был 28-летний лейтенант Дональд Джуниор Кинг. К ночи 9 февраля спасательная группа достигла долины к западу от места крушения. 6 спасателей, включая врача, спустились к самолету на парашютах. Днем 10 февраля спасательная операция была завершена, когда спасательный вертолет ВВС США поднял в небо 10 счастливчиков. А на этом все, подписывайтесь на канал Взрыв Мозга, интересное рядом. Пока.